Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что ей говорят о вас другие? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. В вашей жизни проигрывается ситуация, когда, вы знаете, вашу прошлую жизнь как будто вот вы отрезали, отсекли. Это могут проигрываться ситуации развода, разрыва. У кого-то это может быть вообще кардинальные перемены в жизни, что не только развод, но еще может быть смена работы, переезд в другой город, да. Ну, то есть какую-то свою довольно важную страницу в жизни вы отсекли. Причем отсекли, ну, так, что реально вы поставили точку кардинально, да. Это связано с женщиной. Женщина, которая большая любительница денег, любительница каких-то вот материальных ценностей, да, довольно корыстный человек. И здесь, знаете, у меня такое ощущение, что вот вы поставили точку именно осознанно. Несмотря на то, что эта женщина была для вас всем, она была ваша вселенная, вселенная ваш космос просто, да. Но, опять же, проигрывается у всех по-разному, что между вами произошло. И после того, что человек сделал, вот вы даже считали ее своей судьбой. Это не просто женщина, да, вот вы считали, что она будет с вами до конца жизни. Но женщина сделала вам очень и очень больно, у каждого это своя ситуация будет, после чего вот вы ее отрезали, просто отрезали и не хотите вспоминать как кошмарный сон. Правда, у некоторых может проигрываться, что еще есть какая-то доля надежды, да, вот несмотря на то, что произошло, все равно какая-то надежда есть на примирение. Но опять же, и хочется, и колется, да, вроде бы с одной стороны и хочется кому-то из вас помириться, но есть еще некоторые сомнения. Вот на 100% я не вижу, чтобы вы хотели помириться, да. Опять же, это некоторые, я делаю акцент, некоторые из вас, потому что, ну, довольно болезненно для вас было, и вы вроде бы и хотите, но опять же вы начинаете обращаться мыслями в прошлое и вспоминать все то, что между вами произошло, и есть некоторые колебания, сомнения, да, а вдруг это повторится, а вдруг снова она меня обманет, предаст и так далее, хотя тяга некоторая есть. Вы вообще как-то, вот знаете, человек, который вот после того, что произошло в вашей жизни, вы стали более недоверчивы к людям. Это вообще касается всех. После того, как вы вот пережили этот болезненный момент, который у вас произошел, вы сейчас вот очень осторожно общаетесь. И это касается вообще и мужчин, и женщин, это по работе. Вообще с людьми вот вы общаетесь, возможно, какие-то новые знакомства. Вы очень так с опаской как-то сходитесь. Вы человек, несмотря на то, что вы довольно сильный, волевой такой, да, у вас тоже есть характер, есть свой такой сильный стержень мужской, то вы все равно как-то очень и очень так осторожно сходитесь, потому что после того, что вам вот причинили, знаете, вот, ну реально появилось недоверие вообще к людям, не только к женщинам. Поэтому я так и делаю акцент, что ну, с этим, в принципе, нужно что-то делать. Если вы не можете сами справиться, то обратитесь к специалисту, потому что потом будет просто в дальнейшем вам довольно тяжело устроить свою личную жизнь. Если такое тотальное недоверие у вас, очень сложно будет довериться новой женщине, поверить, да. Будете постоянно либо же не доверять, либо проверять как-то, вот знаете, а женщина это увидит, либо почувствует, ну и как бы из этого ничего хорошего не выйдет. Далее. Вы человек очень компанейский, вы и гостеприимный, у вас есть друзья, которые всегда готовы руку помощи вам протянуть. Вы такой еще, знаете, вот непоседа, я бы вас назвала.
Вы абсолютно не домосед. Вам нужно постоянно где-то, ну, какие-то дела, может быть, решать, куда-то ехать, что-то познавать, да, у каждого это будет по-своему проигрываться. По крайней мере, даже вот если дома вам нужно чем-то себя занять, потому что, ну, просто лежать на диване, ну, как-то это скучно для вас. Далее, личной жизни, вот еще раз говорю, а то мы так углубились немного в прошлое, да. Новой дамы вот возле вас я не вижу на данный момент. Личная жизнь, конечно же, сейчас вот, ну, оставляет желать лучшего, потому что даже у тех из вас, у кого какие-то временные такие, может быть, знакомства, связи появляются, все равно вы их в душу не впускаете. Вот я не вижу такого вот чувства любви на данный момент. Я не вижу, чтобы, знаете, вот огонек какой-то любовный горел в вашей душе. То, что какие-то вот встречи, даже романы небольшие у некоторых могут наклевываться, да, все равно пока что я не вижу, чтобы это было так на серьезном уровне. Так, давайте смотреть, какая же дамочка пришла к вам на расклад. Эта дама, кстати, чувствует себя довольно одинокой. Как раз эта женщина, которая и сделала вам больно, которая причинила вам столько боли и вреда в вашей жизни. Женщина, которая до сих пор очень агрессивна и очень, так, знаете, ну, с претензиями к вам настроена. Я думаю, даже если вы общаетесь, некоторые из вас, вот со своей женщиной, то, ну, скорее это, ну, такие не очень приятные могут быть разговоры. Ну, друзьями вас точно я не назову. Здесь проигрывается дама, которая вообще как-то по жизни, она и завистливая, она и такая себялюбивая, она эгоистичная, она как-то, ну, знаете, вот она привыкла, что все должны крутиться вокруг нее. Вот она центр вселенной, и все вокруг нее должны крутиться, но как-то вот все не так происходит, как она запланировала в ее жизни. Вот на данный момент я не вижу у нее мужчины такого вот стабильного, да, вот какие-то там жезлы одноразовые я не беру во внимание. Дама, которая абсолютно одинокая, дама, которая, она вроде бы и такая, знаете, активистка, она не домоседка, она, вот вы, в принципе, вы с ней как-то вот похожи, то ли по темпераменту, вот какие-то черты характера у вас есть, вот такие вот два непоседы вы. Но, тем не менее, вот она не может свою личную жизнь устроить. Вот она сейчас вот, ну, в тотальном таком одиночестве. Естественно, она не будет вам об этом рассказывать, да, потому что она должна держать марку. Но очень и очень такой у нее период грустный, я бы назвала. Давайте-ка теперь посмотрим, что же ей говорят другие о вас, да, вот друзья, приятели, может быть. Смотрите, они говорят ей, что, ну, я сейчас пытаюсь, да, своими словами немножечко говорить вам, чтобы было понятнее. Они ей говорят, что вот смотри, какого ты мужчину потеряла, да? Вот ты жила в шоколаде, у тебя был достаток, да, вот у тебя было все, да, начиная от того, что там холодильник забитый, да, ты имела все, что хотела, там, может быть, я не знаю, там гардеробы, золото, бриллианты, ну, я утрирую, понятно. Ну, то есть, вот ты потеряла мужчину, который давал тебе все. Но опять же, вот даже когда и говорят, вот ее друзья, приятели, знакомые, да, может быть, родственники, даже вот она и с ними вступает в какие-то вот, ну, колкости, что ли. Вот она и здесь пытается оправдываться, что она права. В чем она права? Давайте уточним. Вот она и здесь доказывает, что она все правильно сделала. Смотрите, вот она также говорит, вот, ну, как бы им в ответ, да, вот те, кто ей рассказывают как бы позитивные вещи о вас.
Вот может проигрываться, что она им говорила по типу, что она не очень комфортно чувствовала себя в этих отношениях, да, что у нее были какие-то ограничения. Возможно, вы что-то ей запрещали, да, я не знаю, может быть, куда-то ходить запрещали, может быть, что-то покупать запрещали. Ну, то есть, опять же, здесь очень тонкая грань, у каждого из вас будет проигрываться. Вот она чувствовала себя вот, ну, как чуть ли не как в клетке, да. Это могла быть эмоциональная клетка. Это не обязательно, что вы запрещали там еще что-то покупать. Это могла быть какая-то вот именно эмоциональная ваша такая несостыковка. Это нехватка какой-то теплоты, что ли, в отношениях. Вот даже несмотря на то, что она была там центром вселенной для вас, да, возможно, вы, ну, чего-то ей не додавали, как она считает, да. Может быть, вы, я понимаю, что, да, вы вот приходили, допустим, уставшие с работы, да, а ей хотелось каких-то обнимашек, целовашек там и так далее, да, а вам хотелось просто полежать, отдохнуть. Ну, я сейчас, к примеру, вот, да, взяла. Вот в таком плане, да, вам просто отдохнуть хотелось после тяжелого дня, а ей хотелось, чтобы весь мир крутился возле нее и так далее. Тот же интим, да, возможно, там были какие-то моменты, что вы там уставшие пришли, да, либо плохо себя чувствуете, а ей зажигать хотелось. Поэтому вот эти вот несостыковки, да, вот ее хочу и то, что вы могли дать, да, либо же не дать по какой-то причине. Вот ее и повергло, что вот эта карта очень хорошо нам показывает, что она чувствовала себя вот как-то скованно, да, вот как между небом и землей, вот, ну и что-то ее напрягало в этих отношениях, в этой семье, если это была семья. То есть отсюда у нее начались проблемы. И она пытается это доказать вот своим друзьям-приятелям, да, вот те, которые в вашу, так сказать, защиту выступают. Вот она пытается вот как бы с негативной стороны это показать, а они наоборот с позитивной, да, вот что какого же ты мужчину потеряла, он тебе все давал, он тебя любил, да, зачем ты так поступила, да, вот в таком ключе. А она все равно свою линию гнет, она все равно права. Ну, в принципе, я думаю, она себя всегда считает, что она права. Как это? Это другие могут быть виноваты, она всегда права. Так. Вот, да, довольно часто она с подружками вот за посиделками, либо же это может быть родственники какие-то, да, с которыми вот она обсуждает и вашу жизнь, прежнюю жизнь, и довольно вот тяжело. Вот несмотря на то, что она какие-то вот в ответ колкости высказывает, что она права, как ей было плохо и некомфортно, да, но тем не менее, но это бравада, это блеф с ее стороны. Это чистой воды блеф. На самом деле ей довольно сложно это слушать, потому что она прекрасно понимает, как она с вами жила, что она получала. Поэтому это, ну, такая, вот знаете, вот защитная реакция. Вот она это говорит просто, чтобы защитить себя, да, вот чтобы, опять же, ситуация, что она права, а вы все виноваты, да, как это? Я же знаю лучше всех, вы же не жили с ним, вы же этого не знаете, вот в таком ключе. Здесь душа болит, а сердце плачет. Здесь люди ей говорят, что ты виновата вот в том, что ты так живешь, да, ты виновата во всех своих бедах. Ты виновата, что ты потеряла любящего мужчину. Ты виновата в том, что ты сытую, довольную жизнь потеряла. Она же все это отрицает. Она, естественно, такая вот, знаете, в оборону становится. Но опять же, в душе, глубоко в душе и в сердце, она это все понимает, что они-то говорят правду. Поэтому и остается только, как, знаете, вот иногда в рюмку чая с подружками заглядывать, чтобы как-то расслабиться, чтобы забыться, чтобы, ну, немного прочистить мозги, но я не могу это назвать, потому что, ну, здесь уже, я думаю, здесь даже психиатрия, наверное, не поможет в такой ситуации. Извините уже за такие слова, но тем не менее. Человек, который сам натворил, наломал дров, да, которому окружающие говорят, что вот ты виновата во всех своих бедах, что он классный мужик, да, он не тот мужик, которому нужно было изменять, которого нужно предавать, да. Она этого, ну, как бы, не то чтобы не хочет, она это понимает, да, но она отвергает все вот эти их слова. Она отвергает, потому что ей это больно. Больно, потому что
осознание какое-то есть. Еще не все так потеряно, да, вот потому она и пытается вот коготки свои вытащить и защититься. Обычно человек, знаете, вот огрызается, как-то становится в оборону, защиту, когда окружающие говорят ему правду. И здесь уже просто защитный рефлекс срабатывает, что ну как же я прав, да, это вы все говорите неправду, я-то лучше вас всех знаю. Но тяжело, тяжело, больно, обидно. Душа болит, а сердце плачет. Вот как-то так. Поэтому, смотрите, даже ее окружение, в принципе, на вашей стороне, они понимают, что вы не тот человек, который заслужил такого предательства, такого обмана, да. Другое дело, если бы это был муж, который постоянно изменял, который там, я не знаю, рукоприкладством занимался, еще какие-то дела делал, да, нехорошие, тогда еще я бы согласилась, да, когда женщина уже от безысходности начинает искать замену, потому что дома уже тиран и деспот ждет, да, тогда да. Но когда здесь совершенно другая история проигрывается, когда здесь любящий муж, который готов тебя на руках носить, а ты себя таким вот неподобным образом ведешь, ну как-то не по-человечески это. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!